Добро пожаловать! Ребятушки, короче говоря, нихао, как говорится, приветствуем вас в прекрасном Шэньчжэне. Какое-то время назад мы рассказали вам о дорогих китайских машинах. Опа! Нет, это нереально, конечно. Это прям впечатляет. Но многие написали очень нужный, так сказать, комментарий. А почему вы не показали недорогие автомобили? Черри, Джили, Хавал, Exit, вот это вот все, что в основном продается сейчас на рынке СНГ. Хороший комментарий. Сегодня мы посмотрим, постараемся посмотреть такие машины. Слово «постараемся» звучит не просто так, потому что мы находимся рядом с довольно простым торговым центром в Шэньчжэне. В каждом торговом центре здесь несколько автосалонов, причем стоят у них как раз те самые премиум автомобили. Если вот посмотрим вокруг, тех самых Джили, да, Черри, Хавал, Амода, Exit, их на дорогах Шэньчжэня, их практически, да не практически, их, честно говоря, нет. Мы 2 дня тут ездим по дорогам, мы не видели ни одного Джили, ни одного Черри, ни одного Хавала, Exit. Чтобы найти места, где продаются эти машины, нужно ехать далеко. А, чувак, первый Черри проехал. Повезло. Вот честно, чтобы найти эти автосалоны, нужно ехать далеко на окраину. И вот там где-то в каких-то гаражах эти машины, вот кроме шуток, продаются. Заходим, пойдем посмотрим. Ребятки, для тех, кто не смотрел предыдущий выпуск, мы начнем с очень короткой экскурсии по китайскому премиуму. Volvo, HiFi, Avatar, Zeekr, Way. Тут непонятно, это Nissan, Volkswagen, тут у них завод свой стоит, GATS или GAC, Ora, BYD и Lingzhou. Вот это машины, которые стоят в обычном торговом центре в Китае. Смотрите, космические корабли. Ребятки, кстати, о космических кораблях. Многие думают, что добраться сейчас в Китай можно только на космическом корабле. Это, конечно же, не так. Заходим на сервис покупки авиабилетов Aviasales, смотрим. Минимум 5 городов, в которые есть прямые рейсы из Москвы. Сиань, Шанхай, Пекин, Гуанчжоу, Шэньчжэнь. 38 тысяч рублей, и вы в Китае. А если берете чуть заранее, и того дешевле. Aviasales однозначно рекомендуем, специальная ссылка внизу. Идем. Еще раз, ребятки, это быстрая экскурсия, чтобы вы понимали, на что ориентируются вот простые китайцы, которые заходят в торговый центр. Танк 300, 190 800 юаней. Ценник минимальный и 215 800. Местный такой крузак. Еще один танк, такой вот тоже мы уже видели на дорогах, танк 500. Здесь начинается уже что-то, что мы не видели даже в прошлый раз, буквально прошло пару месяцев с момента нашего прошлого приезда в Китай. И вот эти машины, тогда их не было, а сейчас они уже есть. Салон премиум, 7 мест, 2 места сзади, 6 вернее, 2 здесь, но можно поставить, наверное, большой диван. И вот такая вот дверь, между прочим. Это под дерево. Акустика хорошая, подножка выезжает. Это чуть проще. 2 экрана, еще один вот здесь вот. Проекционный экран вот там вот. Панорамная крыша. Ох, блин, сиденье какое. Посмотри, какой салон клевый. Nice car. Very good. Марка называется Way. What's the price? How much? Какие ногти, посмотри. Ох. Alright, thank you, сиси. Nissan, внезапно, Nissan Ariya. Ниссанов на дорогах Шэньчжэня и Китая мы, честно говоря, почти не видели. Это что такое? Венучая какая-то. Линкольн. Кроссовочки, Asics. Фирма. How much? Сиси, окей. 1890? Нифига себе за Asics. Недешево. Электромобили Smart. Smart уже давно принадлежит китайской компании. 179 тысяч за Smart. Я бы, наверное, лучше насчет танка подумал за эти же деньги. Хотя выглядит любопытно. Но что было раньше Smart и что есть сейчас? Салоны интересные. Блин, это ручка. Фигня какая-то неудобная. И задний диван довольно большой. Окей, electrical. Прикольно. Вот такой огромный планшет. Планшет вот там вот справа. Диван оранжевый, здоровенный, с ровным полом. Проекционный экран, акустика тоже какая-то модная. И вот здесь вот такая панель управления. How much? How much? Вот. О, вау! 159 тысяч вот за это? Ну, блин, на такое приехать куда-то, пацанам показать, это сам понимаешь. Не на смарте прикатить. 83. Чувак, вот! Самая недорогая машина. 83 тысячи стоит вот это, и вот такой салон за 83 тысячи. Самое смешное, вот так идем, и начинается Volkswagen. Хотя Volkswagen хорошо продается на рынке Китая, у них, повторимся, есть свой завод, но на фоне вот этого всего Volkswagen, хоть он и новый, электрический, смотрится как-то вот, ну,
Это ID.6 стоит 250. Вот кому нужен за 258 тысяч? Ну вот скажи. Кресла вот какие-то вот такие, как вот какой-то, знаешь, чехол на Приору купил на рынке. Ручка вот эта, посмотри, чувак. Что-то десятилетней давности как бы. Бам! Бам! И просто это стоит много денег. 250-100 тысяч разницы. Конечно, задумаешься. Ребятушки, ваш любимый Zeekr. Zeekr 001. Машина уже много где сейчас встречается. Особо останавливаться не будем. Многие эти машины уже видели, и в салонах они стоят. Но здесь есть новый Zeekr X. Симпатичный, кстати. И салон вот такой. С необычной панелью она и поднимается, и двигается. Ну и король вечеринок Zeekr 009. Да, экран сверху, детям мультики включать. 2 места здесь, 2 места сзади. Ну да, в Сочи на такой поехать на раз-два. В Анапу поедешь на такой? А, это в Voya еще начинается. Voya Free, который уже тоже, в принципе, ездит по дорогам. И вот такие бюджетные автомобильчики GATS или GAC, Ion. Вот это мы видели, вот это нам понравилось. And this one? 206 тысяч. Ну вот. То есть Volkswagen или вот такое. Окей, си-си. Чувак, 140 тысяч. Ну, внешне не намного хуже Volkswagen. Тот стоил 250, а этот стоит 140. И внутри вот такой. Тоже простенький, но на 100 тысяч дешевле. Хотя, конечно, Volkswagen репутация-то помощнее. Все? Ну все прошли? Блин, чувак, зачем ты мне это показал? Еще куча автосалонов. Ух ты, вот этот справа классный. How much for this one? Price. Вот это интересный аппаратик. Это, кстати, Geely. Geely купили Volvo, и вот они еще такой бренд запустили. 218 тысяч. И вот опять же, 258 за Volts и 218 за такую машину. Ну и салон как-то поинтереснее, поприятнее. И внешность такая необычная, диски вон модные. Здесь лидары какие-то. Чувак, 1, 2, 3 камеры только вот на этой панели. И покруче еще модель есть. Си-си. И вот там есть BYD. Таксисты на них гоняют, но это совсем прям недорогие тачки. How much? How much price? 73,800到89,800。А, ну я же все понял.人民币。 Чувак, 73 800, 对，然后 прикинь. 高配的话 Nice, 是 nice. 89,800。你坐一下。 Смотри, какие все дружелюбные. Садись, пожалуйста, садись, конечно. Посиди, поснимайте. Ой, это что такое? 这个的话是门把手，这样。 Оу, вау, ручка, смотри. Си-си, окей. Пойдем, Сережа уже ждет. Ребятушки, надо дух немножко перевести, потому что, ну, сами понимаете, это вот мы просто пробежались по обычному торговому центру в Китае. Так, небольшая рекламная пауза и продолжаем. Ребятушки, знаете ли вы, что компания Tecno делает не только смартфоны, но также и ноутбуки? Причем очень даже неплохие. Это Tecno Megabook S1. Корпус из магниевого сплава, один из самых легких и тонких ноутбуков 23 года. 1,35 килограмма, толщина всего 13,5 миллиметров. Экран 15,6 дюйма, да ладно, 3,2К. На таком, знаете ли, можно и поработать, и поиграть. Частота обновления 120 Гц. Ноутбук отлично тянет приложение в топовой конфигурации Intel Core i7 12 поколения, 16 гигов оперативки и SSD на терабайт. Также из приятных фишек мощный аккумулятор на 13 часов работы, быстрая зарядка 65 Вт, мощная аудиосистема. Послушаем. Нифига себе. Это даже слишком мощная. Круто. Так. А еще сканер отпечатков пальцев в кнопке включения. Tecno Megabook S1 рекомендуем пройти по ссылке в описании и посмотреть, что к чему. Класс! Давненько такого не было. Продолжаем. Ребятки, спасибо, что посмотрели. Специальная ссылка внизу. Так жарко в Шэньчжэне. Вот не представляете, духотища. 33, послезавтра обещают 35. Дождь прошел, и вот ты выходишь 10 минут, и ты весь вот, ну уж простите, мокро вообще. Ждем Сергея. Сергей Гелевича пару минут должен подъехать. Ох, ты смотри. Впечатляет. Сергей купил себе новую машину. Хай-фай. Поворотник, смотри какой. Половину задней панели. Салют. Красиво. Как жив-здоров? Привет.
Вот есть такая категория автомобилей, которые, когда подъезжают, я начал говорить, что есть такая категория автомобилей, которые, когда подъезжают к отелю, столбики тут же автоматически убираются, чтобы эта машина стояла рядом с отелем. Для красоты. Ну расскажи, как тебе? Мне очень нравится машина. Ну это же кардинально отличается от прям- того, на чем ты вот в прошлый раз приезжал. Да, да, я прям получаю удовольствие от нее. В чем удовольствие? В чем ее главная фишка? Разгон у нее 3.8. Фишка в том, что тебя не шатает. Это очень важно для некоторых там типов характеров водителей. Так, Я не люблю, когда шатает. то есть она маневренная. Она маневренная. После Лисяна я поездил на ней 2 недели, Лисян стоял, пылился. Так. Я вернулся в Лисян, потому что надо было много людей перевезти. Я уже не мог на нем ехать. Но ты же перевез много людей, а тут ты Но- не перевезешь вот, много людей. Вот, ну да, есть У такое. всех свои фишки. Лисян просто мягкий автобус по прямой. Да. Он, конечно, в своем сегменте рулится неплохо, Да. но в сравнении с таким классом автомобиля это земля и небо. По внешности ты не считаешь, что вот это все, ну, перебор? Я не очень люблю такой вычурный дизайн, честно говоря, Так. не очень люблю. Я люблю более спокойные машины, но она едет лучше, чем выглядит. Вот в этом-то и фишка. Я готов ей простить эту вычурность, готов побыть 15-летним пацаном, Вот. только потому, что она едет просто божественно. Да, она не очень хорошо разгоняется, там, в сравнении уже с тем же Плейдом, Так. но мне не надо это. Мне достаточно этих 4 секунд, для меня важна вот эта сумасшедшая управляемость, при том, что сзади Да. много свободного места для пассажиров. С такой колесной базой, с такой длиной машины, я не видел еще такую управляемость. Есть машины лучше рулятся, Есть но лучше, такие чем это? длинные машины Да. так не рулятся. Двери открываются нараспашку. Насколько это удобно? Сегодня, кстати, утром малого на вакцинацию отвозил, Так. и ехали на L9. Уже как бы лень открывать рукой. Лень Серьезно, открывать рукой да, дверь? вот, да, хотя я думал, это так себе Баловство, история, да. баловство. А когда вот привыкаешь, стало лень открывать рукой. Ну, я просто говорю, как чувствую. Я бы хотел бы все свои будущие машины Да. иметь с автодверью. Автодвери. Да. Ну, открываются. То есть она сама видит? Она Ну, видит конечно, меня? конечно. А если вдруг ошибется? Знаешь, что мне не нравится? Да. Мне не нравится, что здесь, если она вот открывается, Да. я стою, в Зикре можно отойти, и она откроется дальше. Да. Здесь нет. И это минус. Ну вот скажи мне честно, вот это вот, ну что это такое? Это можно отключить. Ну, нафиг это надо? Я еще до этого не дошел. Ну, не надо, да, согласен. Это вычурно. Сколько ты отдал за нее, если не секрет? 650. Цвет выбрал такой, который легко потом продать. Мне не очень нравится вот этот вот айс цвет. Я бы взял бы, наверное, себе потемнее, Ага. но это легче продать. Я же вижу, я ж знаю статистику, в отличие от обычных обывателей. Так. У меня из 10 вот этих машин, Ага. на 10 проданных машин, 9 покупают в этом цвете. Ты уже продавал такие Ну, машины? конечно, конечно. Кто покупатели, кто заказывает? Казахстан очень много покупает. Серьезно? Да, у них сейчас, по-моему, в этом году средняя зарплата впервые в истории стала больше, чем в России. У них все хорошо, они под Китаем теперь. Казахстан. И, да, и под защитой, и под торговлей, их больше ничего не интересует, и Да. они разошлись не на шутку, очень много покупают. Здесь есть, вот видишь, кнопочка белая. Вот она. В смысле? Это проектор. Я нажимаю сюда, А, и открывается. колясочка поместилась. Тест пройден. Да, да. Так, мы уже здесь полобзора практически записали, но у нас сегодня тема бюджетные автомобили. Люди ругались, ну почему не показали Джили, Гили, Черри, Исправим. Хавал? Ты вообще знаешь, где тут это, в каких секретных местах можно найти эти тачки? Найдем, найдем. Найдем? Прокатимся? Да. Поехали. Ох, кайф. Так, что внутри интересного? Ключик. Да, ключик, который, кстати, садится, и его надо заряжать. Подстаканник здесь, подстаканник тут. Бардачочек. И там вот еще есть кармашек, да, внизу? Да. А бардака нет. Серьезно? Мгм. Почему? Они как-то это объясняют? Мне интересно, почему. Очень делают. тихо в машине. Ну, в L9 тише. Да? Здесь шумят арки. Экран будут нам протереть. Такое прям ляпается сильно. А давай сделаем по-другому. Пиму лянду дёши. И вот он стал ярким. Ух ты! Прям все голосом. Да, могу поставить на любой Я сказал, на 90% сделай яркость. Ну что, давайте спорт включим. Так, Кирилл, прижмись Просто, чтобы ничего максимально ничего кресло, не летало. максимально, да.
Ох, ёшкина! Хорошо, хорошо. И при этом он как-то делает это вообще без лишних звуков. Просто раз, и как будто вот мы стояли тут и оказались вот там. Здесь выше 140 ездить нельзя. Вообще по всей стране. Поэтому вопрос, как она там едет дальше, Ага. здесь всем фиолетово. Ну, то есть здесь 250, вообще негде разогнаться, кроме трека какого-нибудь. Да, запрещено просто. Можно где-то между камерами там хулиганить, но это может закончиться очень печально, и Ага. это все понимают. И неважно там, сколько денег у тебя. Это все делается же в компьютере, поэтому ты потом просто не снимешь это. Вот такой вот мы еще только что в салоне видели, и как-то оно грустно смотрится на фоне многих других автомобилей. А вот, кстати, интересно понаблюдать, что будет с немецким автопромом. Я на один видеоролик попал пару дней назад, что рухнет вся экономика Европы, если рухнет немецкий автопром. Он даже Ого. приводит точные данные. Он Так. показывает, сколько людей занято в Чехии на немецких заводах. В Мгм. Германии доход от автопродаж экспортных вообще там составляет порядка, там, по-моему, 13%. Это сумасшедшие цифры, как он говорит. Вот это к тому, что вот Volkswagen, да, продает. Да. Я сейчас не говорю даже за китайцев. Tesla сейчас зашла на европейский рынок, и на этом видеоролике говорится, и уничтожила продажи Volkswagen. А если китайцы активно зайдут в Европу каким-то образом? А вот сейчас они бартер сделали. Без китайских батарей, а Cattle и BYD это два лидера в мире по производству батарей. Абсолютно все немецкие автопроизводители покупают батарею либо у корейца, либо у китайца. Большинство у китайцев, потому что корейцы там тоже имеют долю, но не такую большую. У них нет своих, они должны покупать. Батарея считается самым дорогим агрегатом в электромобиле. Так как они покупают у китайцев, китайцы продают им с завышенной ценой. Мы сейчас видели, Volkswagen стоит, 250 тысяч стоит. И что-то вполне... Link, вот, кстати, да, это Link был? Link, ЦО который, 190. И выглядит, ну, ты знаешь, не сильно хуже. Денег просто у них нет. Проблема в том, что батарея настолько дорого обходится, что Ага. если они еще будут делать классную отделку, Да, то машина вылетит в такой прайс, по которому просто никто уже не купит. вот такой стоял, вот. Ну, выглядит же хорошо, а стоит Это хороший бренд, кстати. на 60 тысяч. Более того, это же Volvo и Geely, Link, вот эта совместная Да. контора. То есть Да. у них экспертиза Но это есть. другие ребята, но они все в одной команде. Это И вот шведско-китайская. И Volkswagen едет. Ну вот грустно. Грустно, да, грустно. Если сейчас немцы успеют нарастить батареи, производство, да, то, возможно, они вылезут, но тоже не факт. Потому что пока они просто все построят, эти уже летать начнут. Я сейчас подумываю, есть инвестор, который давно мне уже названивает, говорит, давай открываем свой собственный автобренд здесь. Да ну это насколько это реально? Мы начнем с простого, если начнем. Я пока ничего не хочу говорить, я не Да. знаю, я не решил. Это мне, знаешь, как это мне придется просто поставить все свое время на это. Да как Заниматься можно только открыть этим. собственный автобренд? Ну, у А нас спокойно вообще. Если раньше нужно было тратить огромное количество лет на и денег есть. выдумывание всяких различных технологий, то сегодня все намного проще. Сегодня новый какой-то автобренд, он просто собирает машину уже почти готовую. Из Подвеска готовых- уже понятно чья. Ну, это либо Макферсон, какой-то рабочий, хороший Макферсон, чертежи открытые. Здесь же никто за это ничего не сделает. Батарею понятно у кого, моторы понятно у кого, а компания Bosch под ключ дает полностью всю электронику. Просто звонишь им, говоришь, я новый автобренд, Да. все полностью мне. Тормоза, все системы, АБС и все полностью. Приезжаешь к Huawei и говоришь, ребята, Да. давайте вот мне экран со всем софтом, с автопилотом, с автопарковкой, со всеми делами, лидары, камеры, они столько-то денег. Пожалуйста, подписываем контракт. Человек, который создает новый автобренд, должен уже иметь только один единственный навык. Как правильно продать это все. Какому футболисту заплатить, чтобы он на ней прокатился? Точно. Только об этом теперь думают. Как построить машину, больше никто не думает. Есть полуфабрикаты, давай это так называть, да, которые просто приезжают к тебе и строят тебе машину. Проверенные. Да, Надежно. мало того, эти батареи и эти компании, которые к тебе приезжают строить, они тебе еще и дают гарантию, что она на лосе пройдет не меньше там 75, что она затормозит столько-то метров. Все, ну, нет больше вопросов. Скажи, пожалуйста, решетки на окнах жилых домов в таком количестве, почему? Это старые дома, и это времена очень бедного Китая, это 70-х, 60-х годов здания. Это был пригонконговский район,
Да. Здесь была триада, и здесь, в общем-то, было не так, как сейчас. Небезопасно. И близко не так сейчас. Мы очень похожи с ними в плане, просто их перевоспитали за это все время. Накормили, одели, дали стабильность, и они успокоились. Но они раньше, да, всяко бывало. От голода, да, они же вообще тут друг друга ели. Ого. Воробьев отстреливали, гнилую картошку ели, очень бедно жили. И вот что мы имеем сейчас. Тут еще вот важно понять, как распределить бюджет. Я, например, если буду делать автобренд, я вообще не буду лидары вешать и не буду делать ни автопилот, ни автопарковку. Почему? Я потрачу деньги на шумоизоляцию и на качественную подвеску. Потому что пока что еще автопилот, ну не знаю, я бы еще лет 5 бы подождал. Я бы не разрешил, например, жене ездить на автопилоте. Опа! Кирилл, смотри, какая кружка. Да. Как продажи? Ну сейчас, как и у всех, не очень. Потому Из-за что, курса? Да, вообще ситуация. Казахстан как покупал, так и покупает. В том же объеме. Все хорошо у них. Класс. Вообще, они молодцы, и я за них очень рад. Какие машины больше всего покупают? Ну, конечно, кроссоверы. Больше всего хотят кроссоверы. Я тебе так скажу. Конечно, Geely бьет запросы. Но я не хочу продавать Geely, все. То есть тебе приходит запрос, но Вот ты их- Galaxy L7 я могу еще пойти, просто потому что он реально удивил просто за свои деньги такими технологиями. Это именно сальто с приземлением на шпагат. Но все остальные, вот эти Черри, китайские Жигули. И так я иногда читаю в комментариях, когда пишут там, он продаван, ну очень неприятно, потому что ты стараешься реально говорить как есть. И самое главное, больше всего улыбает, когда говорят, тебе заплатили. Так. Кто заплатил? Китайский премиум платит на русскоязычную аудиторию, куда он не едет официально и куда он вообще не заинтересован. Мало того, он еще и запрещает туда пригонять машины из-за санкций. Мы это делаем без их ведома вообще. Мгм. А если еще и будут писать, он продает, а оно потом гниет, вот это да. я не хочу реально. Но это совсем будет перебор. Поэтому только премиум и все. Хотя могли бы зарабатывать, ай-яй-яй, потому что Cherry Geely сильнее в запросах. Слушай, куда ты нас привез? Как в том видео, в какие гаражи? Где мы вообще? Едем себе, да, нормально, Едем? по карте едем. А в центре почему нет ни одного салона, вот Geely, Cherry, ну вот буквально ни одного? Вот, это Шэньчжэнь. Здесь никто не хочет Cherry Geely. И, соответственно, ни один коммерсант не будет брать в аренду сумасшедшее дорогое помещение, чтобы продавать то, что никто не хочет покупать. Cherry Geely неплохо продают, это они в топ-5, но они продают в деревнях, в более слабых городах, более бедным китайцам. Тебе вообще не стрёмно тут тачку оставлять? Нет, здесь в Китае никто не тронет. Во-первых, у меня здесь везде камеры, во-вторых, их найдут через 15 минут. Ну, а если он мопедист какой-нибудь тебе прижмется, нет? Найдут его по камерам, куда он поехал, с какого момента он пропал, в каких зонах был, с кем общался, кому руку пожал, с кем встретился. Скажи, а страховка на нее какая-то, типа каска есть? Ну, у меня вот все машины застрахованы. на Вот это вот полную. застраховано? Да, ну типа полная каска. Здесь такое нет понятия полная каска. Просто страховка либо дешевая, либо чуть дороже, либо чуть дороже. Но у меня такая средняя. Ну вот полная самая, чтобы от всех там царапинок там в год сколько стоит примерно? Ну вот это $3000 в год. Ух, ну вообще нормально. Сравнимо. Такое ощущение, что мы приехали покупать что-то незаконное в такой райончик по сравнению с тем, где мы были сегодня утром, Незаконно. где, да, машины стояли такие. Вот Хавал, вот, наша машина, смотри, Игорек на такой катался 2 года. Сказал, хорошая машина. Вот они стоят. Ребятушки, вы просили, мы наконец-то сюда приехали. Ух ты! Сейчас, ребятушки, батарейку поменяем, небольшая рекламная пауза, 55 секунд и продолжим. Ребятушки, мы снова с приятными советами, как получить хороший гаджет и сэкономить денег. Это робот-пылесос Karen B S7 Omni 5 в одном. Умеет все то же самое, что многие другие топовые модели, но стоит почти в 2 раза дешевле. Во-первых, многофункциональность. У этой модели есть и сухая, и влажная уборка. Во-вторых, станция самоочистки 5 в одном. С
Сначала диски моются, а затем и сушатся, чтобы не было плесени и неприятного запаха. Есть даже функция электролиза, чтобы устранить бактерии без использования химикатов. Управлять пылесосом можно с помощью фирменного приложения или с помощью голосового помощника Яндекс Алиса. И эта модель продается официально, фирменная гарантия. Более того, если вдруг возникнут вопросы, обменять пылесос на новый можно в течение года бесплатно. Да, Игорек, тебе давно пора там пропылесосить, кстати. Специальная ссылка уже внизу, однозначно рекомендую. Продолжаем. Итак, наконец-то. Вот, новые Хавалы, ничего себе. Мы такое не видели даже. Это чисто электрический. А это бензиновый, кстати. А ты говоришь, что вот с номерами проблемы, что бензин уже не очень. Скорее всего, кто-то, у кого была бензиновая машина до этого, оставил себе просто номера. Так, можно? Конечно. Это твои номера на всю жизнь, вешай на любые машины. Эти номера на вес золота сейчас. Бензиновый. Нихао. Ребятки, самое интересное. Слушай, смотри, какая сборка хорошая. Тебе нравится? Ну, дешевенькие материалы, подванивает салон, но... Подванивает Да, салон? но сборка хорошая. То есть, возможно, ты скоро переменишь свое мнение по поводу доставки. Я не переменю, потому что я уверен, железо не очень хорошее. Они научились делать, у них спортивные показатели уже не хуже, чем у японцев. Они тормозят, разгоняются, все это понятно. И с экранами перешагнули даже немцев. Но, мне кажется, железо здесь не может за 15 тысяч долларов быть такое хотя бы как у Шкоды. Ну не может, но это просто невозможно. Я думаю, что это фольга просто. Вот это всё. вот? Да. Кто шалчает? Дим Пейда. Это стоит 170 тысяч юаней, это 170? 23 тысячи долларов. Ну, вообще, это приличный Это ценник. самая максимальная комплектация. Нет, это самая низкая. А Самая самая база. низкая? Самая база. 最便宜的多少钱？ 最便宜的是燃油的13万5。 13. 19. 19 тысяч долларов. Да, да. 130 тысяч юаней. Вот, 130 это уже хорошо. Но это автомат будет. И те же экраны. Конечно, автомат. Здесь Да. нет механик. Нет механики? Вообще нет механик. Уже это не продается. А вот это вот. Смотри, видишь, что написано? PHEV. Уже можно повешать зеленые номера. Есть батарейка, есть электромотор и есть генератор. Гибрид. Да, это гибрид. Что по деньгам? Это вот не его цены вот висят? Его, да. Самый недорогой, да, 16. 159 800. Вот, ребятки, смотрите, что, скорее всего, скоро будет на дорогах стран СНГ. Зарядка раз, зарядка два, экран вот тут. И вот здесь вот получше отделка, я смотрю. Можно же доехать? Да, конечно, можно. И ездить можно. Просто как быстро это начнет гнить, вот это вопрос. Ты правда вот в этом так уверен, что она гнит начнет? Не знаю. Я просто не понимаю, как за такие цены может продаться. Смотри, тут же как надо понять. Есть машины такие, как BYD. Окей, сиси. Where is... 踩刹车， Нажми на тормоз. 踩那个 Ага. Кнопки старт-стопа здесь нет. Я просто тормоз, и все, пускай. Серьезно? И все, можно ехать теперь? Типа Ну, дэв типа включаешь? драйв и все. Драйв? Ну вот здесь. нет. Ну вот смотри, они сэкономили на экране, 那 видишь? 这个车是没有任何打火机的。 Ага, мембара. Хотя не, я что-то могу понажимать здесь точно. Да, Он подтормаживает, и он видит, что он дешевый, этот экран. Тут сэкономили, этот пластик сэкономили. На, смотри, тебе и на батарейке он. Пожалуйста. И с этой стороны бензин, да? Да. И бензин. Во. А запаски нет. Тут и электро, и бензиновый. Да, да. Выглядит прилично. Никакого колхоза. Ну, новый, понятно. С учетом того, что экран дешевый, и если нет шумоизоляции, ее просто, если ее нет, Нет то шумоизоляции. тогда я смог бы поверить, что здесь более не менее хорошее железо. Но если есть нормальная шумка, то тогда сэкономили на железе. Руку. Они хитрят, они пытаются, каждая компания пытается завоевать по-своему. Кто-то сильно экономит на толщине железа, но при этом напихивает машины, чтобы ты Да. сел, офигел и пошел покупать. А то, что будет потом, не знаю. Но ты уже нотки легкого сомнения в твоих словах слышны, что, возможно, это... Ну, и всегда так было, но я все равно боюсь продавать. Да и ребята в моей команде сказали, мы такое Не будем продавать. не будем, да, не хотим рисковать. А вот это что? А это Смотри, был- какой здесь дизайн. Все такое знакомое, как в каршеринге. А ну-ка посмотрим. Не, ну ты видишь? Он плавает. То есть здесь слабый чип стоит, сэкономили. Но экран ты видишь получше, чем там. 159 800, правильно я понимаю? Да, да. 159 800. Ну вот это поприятнее машинка.
Если бы заставили покупать, я бы выбрал вот эту из всех, Серьезно? которые я сегодня с тобой пощупал, да? Ну, посмотри, она поприятнее. Или ее Дима. Ейома. Это гибрид, да. Гибрид. Гибрид. У бензина 140 коней, у электромотора 170. Вместе, скорее всего, будет что-то там по 250. Это же неплохо. 250 Неплохо, сил. да, неплохо. Даже вон Wi-Fi раздает. Но если бы меня спросили, купил бы я RAV4 или купил бы это, Да. я бы купил RAV4. RAV4? Мгм. Поехали в Джили. Джили, вечерить. А, 录一下车牌就不用缴费了。我们支付，不要。对。Что они ругаются? Они говорят, я заплачу за тебя, будешь выезжать. Почему? Ну, типа ты в гости пришел. Серьезно? Да. Та-дам. Вот смотри, там у нас какой-то бордюр. Я могу открывать? Я сейчас тебе отключил. Она вот увидит вот эту вот разницу, минимальную. Ну, вот в этот уголочек не факт, что видит. Вот об этом и подумал, да. Пока не ударим, не проверим. Пошли. Хорошо. Я не знаю эти машины, Да. не интересуюсь ими, но сейчас мы посмотрим. Я спрошу у него, как продается. Здесь, в Китае. Да, ну, продается неплохо. Она, по-моему, на 5 месте или на 6 по продажам. Лучше, чем Toyota, по-моему. Ты вообще понимаешь, где мы находимся? Куда мы приехали? Что это за место? Это ближайший салон Chery в Шэньчжэне. А смотри, как вкусно выглядит на этом вот. И пельмешечки, и рисик. Самый ближайший салон от центра в Шэньчжэне. Там еще 1,5 часа было ехать второй салон, но вот ближайший это вот. Нихао. А что, смотри, нормальная тачка. Он ее и сел, они Китаем пахнет, прям true Китай. Нихао. Chery Tiggo 8 Pro, Да. вот же она машина. Слушай, я дотронулся до чего-то очень довольно-таки приятного. Вот, мягонько. А ты ругался. Ну подожди, стой. Я их не щупал. Я не знаю. Я их называю китайскими «Жигулями», но я их не, ну скажем, не все я их щупал. Это как минимум симпатично просто. Это вообще прям неплохо. Да. Сейчас, смотрите. А вот здесь вот приятно. Садимся. Рождается новый рынок, новые возможности сейчас родятся. Так, колену нет места сразу. Машина для китайцев. Вот это мне нравится. Хорошо ездит. Если я подъеду, уже неудобно сидеть. Мало места, ну, скажем так, впритык. У меня тут куча места. Вот ты удобно сел? Впритык сел, так, Мне чтобы тебе вот- было комфортно. Можешь еще смело двигаться далеко назад. Не, а назад еще могу. Но я тогда до руля не достаю. Вот в этом вся фишка. То есть здесь вылет слабый. Он для китайцев. Китайцы ноги покороче. Это вот. Да. Ну, чуть-чуть подскрипывает. Хотя не чуть-чуть. Ну, здесь не собирается так качественно, как премиум собирается. Ничем не обтянут. Атаманочка есть. Есть эта маночка. Можно да. прямо откинуть. То есть Это кожзам. китаец с короткими ногами может тут даже лечь. Ну, как минимум, экран не дешевый, не такой, как вот мы с тобой ругали в Хавале. Во, смотри. Даже есть помощник голосовой. Сколько стоит? Самая низкая стоимость. 定配的多少钱？ 16.9， 16,60. 最便宜的多少钱？差不多指导价是13.390万。 13. Ну, то есть на $5000 дешевле, там 17, предположим. То есть еще раз, самая низкая цена здесь, вот на эту машину. 17. 17? 17 где-то. 13, 130 он сказал, это сколько? 130 тысяч юаней. Слушай, ну ты видишь, Девятый есть. получается, что Хавал немножко, чуть-чуть дороже, чем Chery. А вот здесь как раз и стоит задуматься. А может быть там железо лучше у Хавала? Кнопки, Chery, как у Мерса. Вот один в один же, как у Смотри, Мерседеса. какая приятная отделка здесь. И тут все И мягко. сиденье, я так понимаю, кожа вот это. Я пощупаю. Да, это кожаное сиденье. Даже, наверное, может быть и напа. А ты говоришь «Жигули». Я хочу машину продавать. Ты хочешь машины продавать или покупать? За самую дешевую хотят 21 тысяча, 21,5 тысяча долларов за это. За самую дорогую хотят А в юанях? 150 тысяч, 200 тысяч. 152 тысячи, да? Да. 153, грубо говоря. 153 тысячи и там 203. Но вот интересно, а здесь побогаче отделка, чем у Хавала. Да. Однозначно. И дизайн поинтереснее внутри. При этом стоит там примерно они в одной ценовой политике. Возможно, у Хавала просто получше железо.
Может все-таки такое быть, да? И вообще Great Wall это компания, которая старается. Старается. Они вот этот их момент, этот их Way, который Это стал... их же компания Way. Way тоже самая безопасная машина в мире по европейскому краш-тесту. Офигеть. 2022 года в классе большого кроссовера занял первое место. Вот тебе и китайские бюджетные машины. То есть лучше, чем X7, лучше, чем X5. Лучше, эта Лучше. машина по краш-тестам лучше, По чем краш-тесту. BMW X7. Да, да. И это же официально вот это вот, Евронкап. Да, это официальный сайт. В Офигеть. классе большой кроссовер, самый Да. безопасный автомобиль 2022 года. Вот тебе и китайцы, да. Это их, не их, Хавала, Это Хавал. прародитель Да, Хавала. да. Еще вот есть такое, видимо, недорогое, где уже не стесняются писать огромными Так, а что буквами это? черри. Это бензин, да, чистый бензин. Слушай, ну что-то не то. Он продается в одной цене с Хавалом, даже дешевле. А где ценник? А отделка, я все черри трогаю, везде отделка лучше, чем у Хавала. Точно где-то зашито, где-то скелет есть. Есть Ну не какой-то бывает по-другому, но у них у обоих одинаково денег. Тут не в этом дело, он где-то эти экономит. А это, кстати, тот седан, да? Да, спроси, пожалуйста, у него сколько вот минимальная. Черри Аризо 8. А вот смотрите, бонус какой-то, скидку дают сразу, почти $3000. За 18900。 Так, 15 тысяч долларов, самый дешевый. А в юанях? 最贵的吗? 100 тысяч юаней, 108. И 20 самый дорогой. Ты не пролезешь тут. Да, не пролезу. Можешь сложить зеркала? Четко. Ты смотри, что стоит. Вы можете себе представить, в сравнении с Янваном U8 это просто Жигули. Серьезно? Ну реально, ну в 2 раза меньше коней, все хуже, все хрустит, все это вот ничего не умеет машина, она просто едет и все. Ну значок авторитетный, очень авторитетный, конечно. Нихао. Слушай, ну тебе повезло, ты попал в большой салон Geely. Ты знаешь, тут какое-то все очень новое. Такого у нас еще нет, даже близко. Ну как нет, Манжара, только Это Манжара? Это гибридный Манжара, да. Ага. Давай глянем. А ну ты его тестил, да, ты говорил? Да, я тестил, ну, это подвеска просто отвратительная. Не понравилось тебе? Конечно, по сравнению с китайцами 15 лет назад это прорыв, но они не дотягивают до корейцев. И вот только по подвеске говорю. В плане отделки салона, конечно, здесь нервно плачут корейцы вместе с Toyota. Ты хочешь сказать, что это лучше Hyundai какой-нибудь? Hyundai? По отделке салона, безусловно. Типа Palisade, Palisade? Да, безусловно. Вот так. Но едет он хуже. Смотри, он просторный. Место Это сзади. скорее всего даже кожа. А, он не гал. Ага, это кожа там. Но он приятный. Что по деньгам? Там есть? Недорогой, кстати. Ценник. Здесь вопросов нет. За эти деньги, если покупать тут, то вообще классная цена. Иди еще глянем пока. Что тут еще есть интересного? Есть нечто под названием G6. Ценник тут тоже, к сожалению, не указан. Ручки модные. Салон такой. Добротный, кстати. А что, вообще нормально. Ну вот комп большой, бардачок есть. Все мягонькое. Тут как-то вот сделано. Салончик такой вот. Крыша, люк. Неплохо. У этого гибридного Манжара батарейка на 42 киловатт-час. Это много. Это много, и потому он не дешевый. А сколько 250 тысяч. Слушай, ну батарейка 42 киловатт-час, это такая же, как у Лисяна. То есть он едет спокойно 200 километров, если у тебя есть там в частном доме зарядка. Да. И ты бензин используешь только на дальняк. Смотри еще что есть. Фиолетовый вот и там розовый 107, стоит. 225. Вот Почти тебе. 300 коней. То же самое. Это оно же. Оно же, да, другого цвета. Хорошо, я хочу признаться. Давай, вот признаюсь на камеру. Так. Я хочу сделать признание, что Манжара взял дизайном. Взял дизайн. Но он симпатичный на морду. Эта морда заклеена, это электрическая версия. Но у бензиновой версии среди всех китайских «Жигулей» Да. он самый симпатичный, как мне кажется. Для бабушки. Для бабушки, да. Смотри, какая машинка. Джимми, 50 с чем-то тысяч. 50 с чем-то тысяч. Да. Меньше $1 000 000. И бабушке подарил на 50-летие. Это электро? Да, съездить по прямой улице куда-нибудь там за хлебом. За пятерочку. Вот это сколько стоит? 89 тысяч. 89. Да. Еще X6 назад. Про. И X6 тут Pro. еще Max надо было. 1.4 MT у нас тут нарисовано. Manual Transmission. А ты говорил. А я говорил.
1.4 А с механикой стоит 80 тысяч. Так, смотри, что мы сегодня, какой мы вывод делаем? Вывод уже делаем. Да, у Chery отделка салона самая приятная. Мгм. Здесь она, а у Geely чуть лучше, чем у Haval, Да. как мне кажется. Но при этом они все одноценники. Получается, у Haval больше тратит денег на что-то, На что-то. чего мы не знаем. Geely посерединке тратит на это важно, Chery не тратит. Chery всем дает салон. Скорее всего, у Chery самое тонкое железо, а у Haval самое толстое. Но это невозможно так сказать, предположение, потому что на шумоизоляцию надо посмотреть, она стоит денег. Это Manjaro. Бензиновый. А вот на него ценник можно узнать? Это там 24, Это минимальная. самая дорогая. А самая минимальная?最便宜的最便宜的是吧？最便宜的话就像这一款， 150, там на $3000 дешевле 22. 150 тысяч. Есть о чем подумать, если бы не наши... 最 прошлые- 新的是什么？ Тебе есть о чем 最大的 задуматься, 最新的 да? Вот еще cool стоит. на такой. гома. Иди 最 посмотри. 大的是吧？ Моделей разных много, можно каждый рассказывать. Вот подножку А, даже так вот оно и есть Тугело. Это Тугело? Ну, типа, да, ну, Новый. ну не Тугело, но это новый кул, да. Вот тебе, пожалуйста, $15 000. Маленький, 4500 в длину, 7,9 секунды до 100. А это что вот такое? Вот это вот. Цена. Самый дорогой стоит 115 тысяч. Блин, серьезно? Да, самый Вот дорогой. это стоит 115? Да, это у нас получается... Самый дорогой 115 тысяч вот за такое. Вот с таким вот салоном за 115 тысяч. Еще и топовая комплектация. Топовая, самая дорогая. Руль такой овальный. Тут все мягонько открывается. 2 беспроводных зарядки. Вот здесь удобно. Подлокотник и задний салон. И заднее сиденье. И еще панорамный люк вон во всю длину. Фух, офигенно. О, крючок есть. Пинг-пинг. Ручка. 170 коней. 170 сил, 115 тысяч. А не думал ли ты купить такую, поездить на ней и сделать выпусков 5 про такую машину? Вот тебе идея для контента. Нерентабельно тратить время на это. Но это было бы интересно. Продавать все равно не буду. Продавать некому? Не буду. Я продаю. Покупатель стоит. Как раз продавать это легче всего, просто нет смысла. В Китае никто не обижается никто даже не задается вопросом, какого это все качества, потому что цена маленькая, и никто не обижается. И все это на гарантиях, и даже если бы это и сломалось, то это не такая дорогая машина. И когда говоришь на них китайские «Жигули», я не имею в виду, что это что-то такое отвратительное, но когда оно едет куда-то, и там накидывают в 2-3 раза сверху, Вот. за всякие налоги и тому подобное, то Пошлины сразу вопрос. Все мы понимаем, о чем сейчас идет речь. Да, а не лучше ли Шкода? А Шкода не поставляется официально. Все, закрылось. понятно, У нас все, да. что осталось, это вот такое вот. Вот еще есть самый большой. Какой? Типа самый топчик. Ага. И даже есть типа вариант кемпинга. И даже Смотри, это да, с маркизой еще выдвижной. 3 места полноценных. Раз, два, три. Опа, 3-й ряд еще есть. И еще место для багажа осталось. То есть спокойно какую-нибудь сумочку можно разместить. И сиденье. И смотрите, сколько места от 3-го ряда до 2-го. Во. $20 000. Вот за это. Да. Круто. Ходим и удивляемся. И радуемся. Ну, за китайцев, по крайней мере. Пацаны, водичку. Еще и водичку принесли бесплатно. Ё-моё. Си-си. Си-си. Ребятки, что сказать? 115 тысяч. Подумай насчет нескольких выпусков на эту тему. Думаю, людям интересно будет посмотреть. Подумаю. Круто. Спасибо тебе за уделенное время. Давай. Ребятушки, ждем ваши комментарии, Спасибо за внимание. цены во. Но есть о чем подумать. Увидимся. Пока.